Готовлю вкусный, сытный, сочный и пышный пирог с грибами и курицей на творожном тесте. Беру 400 грамм муки, это 2 стакана объемом по 300 миллилитров. Добавляю половину чайной ложки соли и 1/3 чайной ложки соды. Перемешиваю. Добавляю 100 грамм комнатной температуры или размягченного сливочного масла и перетираю руками с мукой. Получается вот такая смесь, как крупа. И еще добавляю 1 полную столовую ложку с горкой майонеза, у меня домашний. И добавляю 400 грамм творога любой жирности, у меня домашний, я его растерла вилкой. А также добавляю 1 сырое яйцо. Добавляю немного ванили, так как из этого теста я потом буду готовить и сладкое печенье. Еще раз добавляю соду, так она лучше работает. Половину чайной ложки гашу 9% столовым уксусом. Выливаю на тесто и все перемешиваю. От краев к середине, от краев к середине. Это тесто очень быстро собирается в комок. И долго его вымешивать не надо, а то оно становится жестким. А вы на канале готовим с вами вместе. Тесто собралось в шар, и оно готово. Получается нежное, рыхлое тесто. Укладываю в пакет и отправляю в холодильник. Минимум на полчаса. А я люблю выпекать на следующий день. Из половины теста я сейчас испеку пирог с грибами и курицей. А завтра сладкое печенье с творогом. И теперь начинка для пирога. Одно небольшое куриное филе нарезаю небольшими кусочками, 1,5 на 1,5 сантиметра примерно. На сковороду наливаю растительное масло и отправляю туда кусочки мяса. Перемешиваю с маслом и пусть жарятся. Среднюю луковицу нарезаю кубиком. 3 очень крупных шампиньона нарезаю тоже кусочками. Шампиньоны с коричневыми шляпками, они более вкусные и при жарке выделяют меньше воды. А курице на сковороде добавляю пару лавровых листиков и несколько горошин душистого перца. На сковороде специи очень хорошо раскрываются. Не забываю перемешивать. И когда курица почти готова, добавляю грибы. Перемешиваю. Слегка обжариваю и добавляю лук. Перемешиваю. И пусть жарится все вместе. Грибы очень любят чеснок, поэтому еще измельчаю 2 крупных зубочка чеснока и отправляю на сковородку. Перемешиваю, солю по вкусу и перчу. Все вместе обжарила, лук должен быть готовым. Он придаст начинке сочность. Форма для выпечки у меня 20 на 20 сантиметров. Распределяю тесто по дну и делаю бортики. Слежу за тем, чтобы во всех углах тесто не было слишком толстым, потому что при выпечке оно увеличится и будут слишком толстые невкусные углы. У меня получается толщина теста около 3-4 мм. Дно будущего пирога накалываю вилкой или ножом и отправляю в духовку при 180 градусах на 15 минут. А теперь делаю заливку для пирога. К 2 сырым яйцам добавляю 2 столовые ложки сметаны. Конечно, чем жирнее, тем вкуснее, а у меня 15%. Добавляю щепотку соли и хорошенько перемешиваю. Достаю заготовку для пирога из духовки. Если нужно, как у меня, придавливаю вилочкой толстые углы, а со сковороды убираю лавровые листики и душистые перцы. И еще теплую начинку выкладываю на горячую заготовку пирога. Ровно распределяю по дну, а яично-сметанную смесь еще раз перемешиваю, чтобы если соль осела вниз, то распределилась равномерно. И по всей поверхности грибной начинки распределяю сметанно-яичную смесь. Беру грамм 20-30 твердого сыра и натираю на терке. И сверху засыпаю начинку. Еще у меня остался очень маленький кусочек теста. Очень тонко его раскатываю и нарезаю на полосочки. И по диагонали украшаю пирог. Вот так получилось.
А взбитым яйцом промазываю все края пирога и украшения. Отправляю подготовленный пирог в духовку минут на 30-40 при температуре 180 градусов. Получился сочный, вкусный и сытный пирог. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо за ваши комментарии, лайки, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!